казах только мог придумать продавать воздух. Речь идет о миллионах долларов. Можно сказать, что Казахстан – это один из первых? Данный лес поглотит больше миллиона тонн углекислого газа. Идет глобальное потепление, нужно что-то с этим сделать. Можно сказать, я, как обычный человек, который летает на авиалиниях, могу купить эти карбоновые единицы, нажав галочку. Можно просто ввести, компенсировать свой углеродный след, купить углеродную единицу, и обязательно что-то выйдет. Какие-то лунатики пришли, что-то странное говорят. Что с законодательной творческой деятельностью у нас в Казахстане? Я думаю, что в Казахстане гораздо больше шансов и раньше принять такое законодательство. Что это такое, мама, экология? В последние годы мы часто говорим об экологии. Плохой воздух, нечем дышать, мало деревьев, ну и другие экологические катастрофы преследуют нашу Землю, ни для кого не секрет. Да, в этом есть доля правды. Экология сегодня, скажем так, хромает везде, во всем мире, в том числе и в нашей стране. Как улучшить экологию, при этом не навредить окружающей среде? Как восстановить истощенные земли, открыть новые возможности для бизнеса и создать новые рабочие места? И при этом сделать все по международным стандартам и без финансовой поддержки государства. А еще, что такое углеродные кредиты и как на них заработать? Обо всем об этом расскажет наш гость Сергей Киселев, руководитель по углеродной стратегии компании СЭФЭ. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Спасибо большое за приглашение. Спасибо, что пришли, что согласились. Мы знаем, что в Астане вы проводите классный семинар. Это такое новшество в Казахстане, это что-то новое для Казахстана, это возможности для предпринимателей, особенно для экологической, для зеленой экономики. И с таким семинаром это вот уже шаги. Мы знаем, что в начале года премьер-министр дал поручение всем акимам областей взять за пример то, что происходит сейчас в Алматинской области. Поэтому хотелось бы открыть занавес, вообще начать с того, Сергей, вообще, что такое декарбонизация, углеродные единицы, торговля выбросами. Как мы вчера уже в заголовках увидели, да, торговля воздухом, можно так сказать, да, продавать воздух. Можно, пожалуйста, рассказать про вот эти термины, которые, наверное, должны сейчас уже на устах бизнесменов звучать, и они могут на этом зарабатывать? Давайте попробуем вместе разобраться. Начнем тогда по порядку. Декарбонизация. Декарбонизация – это процесс снижения выбросов парниковых газов. То есть, например, к проектам декарбонизации можно отнести такие проекты, как, например, строительство ВИЭ-электростанций, да, то есть использование возобновляемых источников энергии. То есть вместо того, чтобы, например, производить электроэнергию на угольных электростанциях, да, это производство электроэнергии солнечными, ветряными, водными электростанциями. Также это устранение утечек метана, например, при транспортировке газа. Это высадка леса, который поглощает углекислый газ. То есть декарбонизация, это такое широкое понятие. По сути, декарбонизация – это все, что угодно, что приводит либо к уменьшению выбросов парниковых газов, либо к увеличению их поглощения. И, соответственно, в результате декарбонизации должны снизиться темпы глобального потепления. Вот, наверное, такая основная цель этого движения. Углеродные единицы тоже и торговля выбросами. А что в этом есть? Какая ниша, которая у нас сейчас в Казахстане мы хотим реализовать? Углеродные единицы – это то, что появляется по результатам климатического проекта, то, что производится климатическими проектами. То есть климатический проект – это проект, который как раз приводит к сокращению выбросов парниковых газов, либо к увеличению их поглощения. Вот поскольку мы в Казахстане инвестируем в проект по высадке леса, я, наверное, буду его все время использовать в качестве примера, потому что он понятен, приятен и еще и нагляден. Еще и осуществляется сейчас. Да, еще осуществляется. Классно. То есть проект по высадке леса – это классический пример климатического проекта. То есть есть текущая ситуация, ее еще называют базовой линией, деградированная земля. На ней ничего нет, она ничего не поглощает. Проект заключается в том, что будет высажен лес, высаживается лес будет поглощать углекислый газ, будет расти, поглощать углекислый газ, и таким образом
климатический эффект от этого проекта будет рассчитан, ежегодно будет рассчитываться, сколько данный лес поглотил углекислого газа. Это будет рассчитываться, и на основании вот этого будут выпускаться углеродные единицы. То есть углеродная единица – это такой посчитанный, оцифрованный результат климатического проекта, выраженных в тоннах СО2 эквивалента. Мы буквально месяц назад сами лично принимали участие. Я лично принимала в посадке деревьев в Алматинской области. Большой интерес со стороны бизнеса. Национальная палата во главе самого председателя заинтересована в этих, потому что, я думаю, такие интересные проекты, как карбоновые единицы, углеродные единицы, да, монетизация этих углеродных единиц, она такая, хотя и новая, но уже, если это уже национальная палата реализовывает. И я могу точно сказать, что я сама это пощупала. И я, да, видела, что эти деревья не просто хаотично высаживались. Мы даже, помню, с коллегами журналистов вовлекли, кстати, в это интересное дело. И общественность, и депутаты подъехали, и местное население, местный бизнес, наши ассоциации, женщины, все приехали. И что интересно, это не просто берешь деревья любое и садишь. Там прям строго нам говорят, нет, вот этот кустарник, он должен быть там, а вот это дерево здесь. Это прям по названиям, по определенным, да, там, сколько метров, как это садить. Во-первых, это не просто... Вообще у нас в Казахстане культура посадки деревьев, это ни для кого не секрет, с советских времен, да. Это у нас традиция, особенно для взрослого поколения. А внедрение среди молодежи, конечно, где-то охотно идут, потому что экология сейчас, это, я считаю, это очень модно среди молодежи. А у меня у самой дети даже да, коробочки собирают, пластик, мам там всегда на балконе мешками стоит, что это такое, мама, экология. И у нас есть такая очень масштабная государственная программа, как «Таза Казахстан». Причем Национальная палата среди предпринимателей по-своему его трактует, в смысле внедряет понимание «Таза Казахстан», не только это чисто там во дворе убраться, мы считаем, это вот с души начинается, со своего предприятия, со своего уголочка, магазинчика у дома, у фермы. А вот этот уже проект руками, наверное, таких инвесторов, как вы, он более масштабируется, и наш, получается, государственная программа, этот проект, это акция, это не программа, даже акция, это за Казахстан, но она, наверное, уже в такую масштабную программу превратилась, как уже бизнес с охотной таким и с большим энтузиазмом подхватил это. И я считаю примером Алматинской области в Центральной Азии, в странах СНГ. Можно сказать, что Казахстан – это один из первых той страны, которая реализовывает, и какие перспективы у Казахстана в этом направлении? Я думаю, так можно сказать, потому что проектов буквально единицы, там проектов достаточно мало, можно, это все открытая информация, можно зайти на сайт Веры, на сайт Золотого стандарта, отфильтровать по странам, посмотреть. Действительно, в Центральной Азии, на Кавказе, в СНГ очень мало проектов, поэтому то, что сейчас делается в Казахстане, в принципе, в данных масштабах это достаточно значимо. И я думаю, есть все шансы к масштабированию, есть все шансы к тому, что будет все больше и больше проектов. Вот, например, вчера мы участвовали в семинаре, нас пригласили принять участие в семинаре, его организовывали Министерство. Да, ООНовские организации и госорганы. И нас туда пригласили в качестве инвесторов, чтобы мы со стороны, с нашей стороны инвесторов рассказали, что нам, как инвесторам, нужно, чтобы мы могли больше вкладывать в проекты в Казахстане. И, в принципе, мы были не одни, было еще несколько компаний. То есть, это показывает то, что, в принципе, Казахстан вызывает интерес, да, и появляются инвесторы, появляются компании, которые готовы заниматься этим бизнесом, компании, которые готовы вкладывать. Поэтому, я думаю, потенциал достаточно большой. Можно точные цифры? Там со 100 гектаров земли столько-то миллионов долларов, тенге можно заработать. Хорошо бы. Можно подробно, пожалуйста, про это? Да, с удовольствием. Я могу дать какие-то цифры на примере проектов, в которые мы инвестировали в Алматинской области. Речь идет о высадке деревьев на 1500 гектаров. То есть 1500 гектаров, на них высаживаются районированные местные деревья. Это в основном тополя, вязы и ряд других культур для обеспечения биоразнообразия. То есть 1500
1000 гектар, местные районированные деревья. Срок реализации проекта порядка 30-40 лет. И за вот эти 30-40 лет данный лес поглотит больше 1 миллиона тонн углекислого газа. То есть такой достаточно масштабный показатель. С точки зрения инвестиций, точные цифры я называть, наверное, не буду, да, но это они измеряются миллионами долларов. И если речь идет о данном проекте, то это миллионы долларов в пределах 10. Все проекты разные, да, поэтому нет смысла какие-то точные цифры называть. Да, все зависит от того, где именно реализуется проект, нужно ли делать ирригацию или не нужно, какого размера проект, какие деревья планируется сажать. Да, поэтому в каждом случае цифра будет разная, но речь идет о миллионах долларов, которые мы готовы вкладывать. Суммы внушительные. Осязаемые. Вот как раз-таки хочу поговорить. Как раз-таки госбюджет здесь ничего не тратит. Вы заходите, получается, в чем ваш интерес и какие бюджеты у вас, и какие главные требования, чтобы простым языком для бизнеса, да, вот я предприниматель, у меня есть возможности реализовать это. Что для меня это нужно и о каких суммах идет речь? Как для любого бизнесмена всегда цифры интересны. И что отрадно, то, что это не госбюджет, не госденьги, это получается инвестиции. Можно подробнее про это, пожалуйста? Да, с удовольствием расскажу. Мне кажется, в целом у этих проектов практически нет минусов. Да? А у таких проектов, как АВС-Колеса, мне кажется, у них практически одни плюсы. Потому что, с одной стороны, это привлечение инвестиций, это создание рабочих мест, это высадка самого леса, это чистый воздух. Но, с другой стороны, это ничего не требует от государства глобально. Да? То есть, государство получает это, просто разрешив этому происходить. Поэтому эти проекты, я думаю, однозначно очень выгодны для государства. Как мы на этом зарабатываем? Мы зарабатываем на продаже углеродных единиц. Я, поскольку раньше работал в сфере нефти и газа, я это часто сравниваю с проектами по добыче углеводородов. Потому что ты вначале несешь достаточно большие капитальные издержки, да, то есть ты вкладываешься в создание какого-то проекта, в создание какой-то инфраструктуры. В нашей ситуации, например, ты вкладываешься в высадку леса. А потом длительный период времени, 30, 40, 50 лет, ты, если проводить аналогию с углеводородами, ты качаешь нефть или газ, да, а здесь, получается, у тебя растут деревья, ты ежегодно подсчитываешь, сколько приросло биомассы, оцифровываешь это, считаешь, сколько, соответственно, было поглощено углекислого газа, выпускаешь углеродные единицы и продаешь их. То есть, мы сейчас несем капитальные издержки, а потом мы выпускаем углеродные единицы и продаем их на рынке. То есть, мы сейчас вкладываемся, потом получаем торгуемый ресурс, который можно продавать. А ту компанию, которую вы представляете, она уже зарабатывает на этом или это еще долгосрочный проект? Потому что все-таки деревья – это такая вещь, на 30-40 лет, я так понимаю, это такие долгосрочные проекты, как вы сейчас говорите, зарабатывает уже хорошо, чтобы завлечь бизнес, чтобы у них был уже видение, да, стратегическое, если он сейчас возьмется за этот проект, что он принесет хорошие деньги, заработок и так далее. Я бы сказал так. В этих проектах важно различать роли. Да, и в зависимости от роли компании начинают зарабатывать в разное время. Вот мы выступаем в роли инвестора. Да, у нас, может быть, такая самая сложная роль с точки зрения, не с точки зрения реализации проектов, да, а с точки зрения того, что мы позже всех получим свои деньги обратно. То есть, мы сейчас в момент 0 вкладываем деньги, потом мы долго ждем, пока что-то вырастет, потом выпускаем углеродные единицы, начинаем их продавать и постепенно начинаем возвращать свои инвестиции. То есть, если брать лесные проекты за пример, то мы сейчас вкладываем деньги 1, 2, 3, 4 год. И где-то только года с 5-го, с 6-го начинает получаться первая выручка. Ну, а дальше, в зависимости от цен, от объемов выпуска, мы вернем свои деньги только лет через 10, 12, может быть, даже 15. И после этого мы начнем по-настоящему зарабатывать. А если речь идет о выгодах для местных предпринимателей, то тут получается другая структура доходов и расходов. Здесь, получается, они могут начинать зарабатывать с первого же дня, потому что, по сути, нам интересно... Нам интересно работать с предпринимателями, у которых есть доступ к земле. Да? То есть, например, возьмем предпринимателя, у него есть
5, допустим, 10 или 20 тысяч гектар свободно. Земли. Да, земли. И эта земля деградированная, да, потому что для высадки леса не нужна какая-то хорошая земля. Ну и высадка леса в целом не может конкурировать с сельским хозяйством. То есть, например, предприниматели же разумные люди. Да, если на земле... Бахчевые, там Да. специальная подготовка, отдых должен быть у земли. Ну да, то есть, если можно вырастить, например, или арбузы, или кукурузу, или пшеницу, что бы там ни было, то лес высаживать уже невыгодно. Это делать не будут. То есть, нужна именно такая деградированная земля, на которой сельхозкультуры уже не растут, но у которой есть там доступ к ирригации, то есть на ней, в принципе, что-то может вырасти. Да? Вот деревья менее требовательны, чем сельхозкультура. И вот как раз подходит такая земля. То есть, например, есть предприниматель, у которого есть такая земля, и она простаивает. То есть, по сути, она уже не приносит дохода. Использовать. Да, и вот эту землю можно задействовать под климатический проект. То есть, можно получить под эту землю инвестиции сразу. Вашей. Да, от такой компании, как наша, да, от нас, либо от наших аналогов. То есть, можно уже сразу начать получать инвестиции, осваивать их, высаживать лес и дальше получать уже долю от прибыли от продажи углеродных единиц. То есть, местные предприниматели, получается, начинают зарабатывать в какой-то степени сразу. Потому что они сразу получают инвестиции, сразу начинают сажать лес, и потом они еще участвуют в прибыли от продажи углеродных единиц. То есть, для страны, принимающей инвестиции, я думаю, такие проекты очень выгодны. Тоже сложно найти минусы. Ну, это, получается, потенциальные фермеры местные. А сельское хозяйство у нас в Казахстане, мы знаем, земли, степи у нас огромные. Да, и есть деградированные земли, особенно после больших химических разных обработок. Ни для кого не секрет, потому что земля обрабатывается, она должна отдыхать, она не приносит уже плоды. И как раз это альтернатива для тех земель, где у нас уже почва, да, можно так сказать, погибает. В каких еще областях есть возможные потенциальные такие проекты в Казахстане? Мы смотрим на проекты в разных областях. Да, мы смотрим на расширение текущего проекта в Алматинской области. Также мы смотрим на проекты в Актюбинской области, видели проекты в Акмолинской области, в районе Аральского моря. То есть проектов достаточно много, и мы изучаем возможность инвестиций в данные проекты. То есть мы видим, что проекты появляются. Проекты появляются, да, они постепенно структурируются, и мы рассматриваем уже какие-то такие более-менее подготовленные данные. А как это считается в тоннах? Это специальное оборудование, это все же международный стандарт. Мы знаем, что в Алматинской области это не просто, да, что ты высадил просто деревья, и ты можешь этим торговать. Есть же специальные стандарты. А можно подробнее про эти? Какие стандарты и как это делается, и где, как это все реализовать? С удовольствием, да. То есть мало того, что делать проект, да, его нужно зарегистрировать, чтобы выпустить углеродные единицы, мало сделать проект, да, нужно его еще и зарегистрировать. Вот. Проекты регистрируются в углеродных реестрах. Их достаточно много, но основных, самых популярных два. Это Verra в Соединенных Штатах и Gold Standard в Швейцарии. Это такие основные реестры, в которых зарегистрирована большая часть проектов, которые выпускают большую часть углеродных единиц. Вот если речь идет о лесном проекте, то там свой подход. Там осуществляется замер деревьев, то есть буквально смотрят, сколько деревьев выросло, какого они размера. По специальным формулам рассчитывается объем биомассы данных растений, данных деревьев. И от биомассы уже переходит, значит, сколько выросло деревьев, так какой у них биомасса, значит, сколько они должны были поглотить углекислого газа, чтобы дорасти до таких объемов. И вот таким образом подсчитываются углеродные единицы в лесном проекте. Где-то на ВИИ-проекте, проекте возобновляемой энергетики, там все намного проще. Да? Там, например, просто считается, сколько возобновляемой электроэнергии было произведено, сколько электроэнергии было поставлено в сеть, и умножается на углеродный след данной сети. На основании такого рода замеров, такого рода расчетов считается, сколько за год было сокращено выбросов, например, метана. Если брать метановый проект, либо сколько за год деревья поглотили углекислого газа, если брать проект по высадке леса. То есть для каждого проекта есть своя методология расчета. И эта методология как раз одобрена реестром. Прям со всех сторон плюсы
я вижу. И, насколько я понимаю, этот проект соответствует, да, Парижскому соглашению по климатическим обязательствам Казахстана. Насколько вообще это Парижское соглашение тоже вам известно, и как вы работаете с этими вещами, вот именно международными, да, потому что все-таки Казахстан, мы страна, которая выходим на мировой рынок, но еще как бы не завоевали, да, у нас есть такие планы, особенно в сфере экономики. Поэтому можно как человеку, который представляет зарубежную организацию, подсветить и рассказать для наших потенциальных бизнес-фермеров, которые бы захотели этим заниматься, подсветить именно вот эти вещи международных стандартов. Эти проекты реализуются в рамках Парижского соглашения. То есть, главное, что о чем говорит Парижское соглашение. Да? Парижское соглашение, если так очень укрупненно взять, оно говорит о том, что все плохо, идет глобальное потепление, нужно что-то с этим сделать. Нужно замедлить темпы глобального потепления. Поэтому в рамках Парижского соглашения каждая страна дает те или иные обязательства по сокращению выбросов, что к такому-то году я сокращу свои выбросы настолько-то. Вот. И, по сути, то, что идет высадка леса, да, это как раз-таки ведет к поглощению углекислого газа. Поэтому это напрямую способствует выполнению целей Парижского соглашения, напрямую способствует замедлению темпов глобального потепления. И мы как раз хотим делать этот проект именно прям в рамках Парижского соглашения, потому что в рамках Парижского соглашения есть еще несколько механизмов, которые предусматривают авторизацию проектов. То есть можно сделать проект просто на добровольном рынке, да, и продавать, например, выпущенные углеродные единицы, например, корпорациям. Да, там Google, Microsoft. Microsoft очень много покупает Volkswagen, такого рода компаниям. Либо, если делать проект в рамках Парижского соглашения, то потенциально можно начать продавать правительством. Да, то есть, например, такие страны, как Япония, Сингапур, Корея, Швеция, Швейцария, они покупают углеродные единицы, результаты климатических проектов именно уже на страновом уровне. И потенциально данный рынок более прибыльный, рынок государств. И вот как раз вчера мы участвовали в семинаре, в рамках которого мы обсуждали с госорганами и с представителями ООН, что нужно сделать, чтобы проекты, которые реализуются в Казахстане, чтобы их можно было поставить именно на рынок Парижского соглашения, на этот межстрановой рынок, на котором покупают такие покупатели, как Япония, Швеция, Швейцария и прочее. Вот, смотрите, они покупают. Если мы на этот уровень выходим, что для этого нужно, и эти соглашения потом вы дальше помогаете, сопровождаете, да, того или иного там фермера, бизнесмена, который этим занялся. Да, если говорить о распределении обязанностей, то, конечно, от фермера не требуется сразу понимать, знать все международные стандарты, что и как делать. Но для этого, собственно, мы и нужны. Да? Для этого нужны партнеры, которые в этом разбираются, для которых это профессиональная деятельность. С точки зрения реализации проектов обычно бывает такое достаточно четкое разделение. То есть мы, например, ищем партнеров, которые могут заниматься реализацией проекта в Казахстане. Да, то есть партнер берет на себя поиск земли, поиск саженцев, организацию высадки, организацию ухода, работу с госорганами. То есть все, что происходит внутри Казахстана. А мы, в свою очередь, берем на себя все, что происходит за пределами Казахстана. То есть мы сразу говорим, как делать этот проект, чтобы он соответствовал всем международным стандартам. Мы обеспечиваем регистрацию проекта в международных стандартах. Мы обеспечиваем выпуск углеродных единиц и их продажу конечным потребителям. То есть мы берем на себя весь блок работы, который находится за пределами Казахстана. Далее получается выручка от продажи углеродных единиц. И она делится в той или иной пропорции. Поэтому, когда мы говорим о том, что нужно местным предпринимателям, то глобально им нужно иметь землю, либо найти эту землю в нужных объемах и иметь возможность по организации процесса высадки деревьев. А остальное мы уже берем на себя. Получается, полностью сопровождение проекта до заключения договора с такими международными организациями, как Google, да, как вы говорили? Да, совершенно верно. Это один из покупателей. Это прям монетизация на международном уровне. Да. То есть... Фермеры могут вообще перейти только на эти проекты. Почему бы и нет? Да, тем более у нас люди предприимчивые, я думаю, это с легкостью подхватит, если будет все четко, понятно, и поддержка от государства, это будет и на законодательном уровне все реализовано. Вот что с законодательной творческой деятельностью у нас в Казахстане? Вы с ней уже столкнулись? Или вы как-то уже в этом работаете? Мешают ли? Есть ли трудности
во-первых, в этих проектах реализации. И ни для кого не секрет, что любое государство всегда это должно регулировать на юридической плоскости. Поэтому есть ли трудности в этом смысле? Вы знаете, да, мне кажется, тут есть проблемы, но они такие больше проблемного характера. То есть не проблемного, а проектного характера. Да, то есть найти необходимую землю, да, подходящую землю для высадки леса. Потом найти необходимое количество саженцев. Потому что для масштабного проекта нужно действительно много саженцев. Часто их не бывает в нужном количестве, поэтому какое-то количество можно купить вначале на рынке. Далее нужно делать собственный питомник. Плюс есть такие... плюс часть рисков может материализоваться позже. Да? То есть, например, ты высаживаешь деревья, а есть неконтролируемый выпуск скота. Да? То есть, например, животные могут слопать то, что ты только что высадил. Да, поэтому необходимо принимать меры по охране. Есть рыночные риски, то, что можно не вернуть свои инвестиции. Но это, опять же, это чаще всего риск инвестора и его проблема. С точки зрения работы с госорганами, мне кажется, тут очень важно разделять то, что есть два типа проектов. Есть добровольные проекты на добровольном рынке, для которых практически ничего не надо. А есть проекты в рамках Парижского соглашения. Вот для реализации просто добровольных проектов, то есть сделал проект, зарегистрировал его либо в Штатах, либо в Женеве, продаешь условно Microsoft. Вообще ничего не нужно. Они на то и добровольные. Называется добровольный рынок, voluntary market. То есть тут не нужно никакого государственного регулирования. Тут главное, чтобы не было каких-то запретов. Их, слава богу, нет. Поэтому, в принципе, проекты на добровольном рынке можно делать уже сейчас. Никто не мешает. И когда мы принимали наше инвест-решение, мы, в принципе, исходили из того, что исходили из цен добровольного рынка. Но постепенно появляется рынок Парижского соглашения. И вот для выхода на рынок Парижского соглашения как раз-таки нужно менять законодательство. Не менять, а вносить соответствующие правки. Это соответствующие правки, соответствующие корректировки с тем, чтобы можно было реализовать проект в одной стране, соответствующим образом его оформить, сделать необходимые поправки к внутреннему страновому учету выбросов и продать его другой стране. Вот для этого нужно вносить поправки в законодательство. Пока очень малое количество стран это сделало, там буквально единицы. И вот сейчас в Казахстане как раз идет обсуждение того, как именно вносить эти правки, как они должны выглядеть. И вот поэтому я все время возвращаюсь к нашей вчерашней встрече. Поэтому нас вчера позвали на этот семинар, где мы как инвесторы озвучивали, что нам нужно, чтобы инвестировать больше денег в Казахстан, в высадку леса в Казахстане. Если говорить об этих требованиях, то, наверное, первое основное, это нужны прозрачные условия, прозрачные и понятные условия работы в рамках Парижского соглашения. Нужно назначить соответствующий полномочный орган, с которым инвесторы могли бы работать и в котором они бы могли получать необходимые авторизации. Нужна понятная прозрачная процедура получения авторизации для регистрации проектов в рамках Парижского соглашения. То есть нужно назначить госорган, нужна прозрачность, понятные условия. Но это такие достаточно общие требования. И вот как раз мы их правда, более детально обсуждали вчера с госорганами. Пришли к какому пониманию? Вообще, какова реакция госорганов Казахстана на такие интересные проекты, инвестиции? И есть ли перспективы, опять-таки? Я думаю, что в Казахстане гораздо больше шансов и раньше принять такое законодательство, сделать такие поправки. В целом, мне очень нравится работать и вести бизнес в Казахстане, потому что мне кажется, что здесь, когда появляется какая-то хорошая идея, когда вроде проект хороший, у него много плюсов, и на нем еще можно хорошо заработать, то это сразу находит отклик. Я езжу иногда в разные страны, то есть мы пытаемся найти направление для инвестиций в разных странах, и далеко не везде так. Где-то ты рассказываешь, что так, ребята, здесь вы можете посадить лес, мы это профинансируем, и потом мы все вместе заработаем на продаже углеродных единиц. Видно, что тебя слушают, но не верят. И потом ничего не происходит. Что-то с области фантастики вроде. Да.
какие-то лунатики пришли, что-то странное говорят. А здесь, в Казахстане, наоборот, сразу находит живой отклик, сразу начинается движение, так, что у нас есть, что есть, так, сейчас тут найдем. То есть, вот как раз в Казахстане, мне кажется, очень такая живая и адекватная бизнес-среда, поэтому мне кажется, что здесь экологические проекты пойдут хорошо. И что важно, то, что вот такая живая бизнес-среда, и, видимо, поэтому органы госвласти тоже живые, тоже интересуются, то, что нужно как-то этому помогать, как-то это регулировать, и тоже подключаются, тоже вникают. Поэтому, мне кажется, такое настроение достаточно оптимистичное. Теперь со стороны покупателей. Как их обязывают покупать эти единицы? И почему они покупают? Здесь есть два типа покупателей. Есть те покупатели, которые это делают добровольно, на добровольном рынке. Они это делают для улучшения своей отчетности, для улучшения своего имиджа, для выпуска углеродонейтральных продуктов. Например, хороший пример – авиация. Сейчас, когда покупаешь билет, почти всегда можно нажать галочку, хочешь ли ты компенсировать углеродный след своей поездки. И вот как раз-таки для компенсации углеродного следа своей поездки, такой поездки, будут использоваться углеродные единицы. То есть, первая часть покупателей – это добровольные покупатели, это чаще всего крупные компании, такие компании, как, например, Microsoft, Google, Amazon. Они не обязаны это делать, но они это делают, поскольку они дали добровольное обязательство. Они сказали, мы добровольно говорим, что мы декарбонизируемся, ставим углеродонейтральными к такому-то году. И вот в рамках выполнения этих обязательств они покупают углеродные единицы. Вклад в экологию, получается. Да, они показывают, что они делают вклад в экологию, за счет этого улучшаются их ESG-рейтинги, они становятся более привлекательными для инвесторов, для потребителей и прочего. И есть вторая группа покупателей, это покупатели, которые обязаны покупать углеродные единицы. Вот если взять те же авиалинии, для примера, есть международное регулирование, оно называется CARSIA, и в рамках CARSIA каждая авиакомпания, начиная с определенного года, должна будет компенсировать часть своего углеродного следа за счет приобретения углеродных единиц. То есть авиакомпании в ближайшее время будут прямо обязаны покупать углеродные единицы. Это вторая группа покупателей. Те компании, которые обязаны покупать углеродные единицы, чтобы компенсировать свой углеродный след. То есть углеродные единицы, они в любом случае приобретаются для компенсации углеродного следа. Просто кто-то делает это добровольно, а кто-то делает это потому, что обязан. И можно сказать, я, как обычный человек, который летает на авиалиниях, могу купить эти карбоновые единицы, нажав галочку тоже, да? Обычный, частный, простой гражданин. Да, обычный гражданин может купить углеродные единицы. Ну, это не так просто. Внести вклад. Да, не то, чтобы они прям вот открыто продавались, но все больше и больше появляется все больше и больше сайтов, сервисов, где, например, ты можешь посчитать свой углеродный след. То есть, есть там всякие формулы, коэффициенты, по которым человек может посчитать свой углеродный след. Ему задают такие вопросы, например, как часто летаешь на самолете, едешь ли ты на машине, и такого рода вопросы. Потом выводится твой средний, какой-то такой усредненный углеродный след, и ты можешь купить определенное количество углеродных единиц на этом сайте, чтобы его компенсировать. Можно просто ввести, компенсировать свой углеродный след, купить углеродную единицу, и обязательно что-то выйдет, там 5-10 вариантов. Я, например, не знала, честно. Теперь буду делать с удовольствием. Можно. Сергей, во-первых, мне было приятно, что мы сегодня в таком прекрасном проекте, который внедряется в Казахстане, поговорили. И исходя из этого, я вижу, что у нас есть большой потенциал, тем более в Казахстане земли и степи обширные, и мы всегда этим гордились. Если мы были кочевниками и выращивали скот, теперь у нас есть возможность еще и продавать воздух. И вы знаете, наверное, у нас есть такое традиционное блюдо, наверное, да, это баурсак. Вы пробовали? Да, такие. Да, там воздух. Булочки. Да. Есть такое среди вообще казахов точно, казахстанцев, что казах только мог придумать, продавать воздух, да, и придумать на этом, наслаждаться этим. Если булочка, говорит, Америка продает с колбасой, там, да, с котлетой, то у нас просто баурсах, и там воздух. Соответственно, поэтому, наверное, наши предприниматели должны подхватить эту идею и продажу воздуха, и делать из этого бизнес. Я думаю,
инвестиции вашей компании активно будут внедряться в Казахстан не только для процветания нашей страны, ну и всей земли. Поэтому если у вас еще какие-то рекомендации, пожелания нашему бизнесу, обращения, то с удовольствием вы можете идти на нашей площадке сказать. Глобально таких рекомендаций нет. Приходите к нам, да, приносите проекты, с удовольствием изучим возможность инвестирования. Да, но в целом я бы хотел сказать, что нам очень повезло с партнерами в Казахстане, да, с которыми мы сейчас реализуем наш пилотный проект на Копчегае, который, собственно, реализует этот проект, да, а мы в него инвестируем. Поэтому я убежден, что у нас большое будущее в Казахстане, что и данный проект будет масштабирован, и что будут новые проекты, более масштабные проекты. Чтобы мы встретились уже на каких-то уже итогах, да, и уже презентовали хорошие проекты в других областях. Прекрасным делом занимаетесь, и как Национальная палата очень в этом смысле поддерживает, всегда готова оказать поддержку со всех сторон, которые как и инвесторам, так и нашим бизнесменам, бизнесвумен, фермерам. Все для этого условия созданы. И welcome. Да. Спасибо большое за ваше приглашение. Спасибо большое за интересные вопросы. Да, и надеюсь, что будет повод встретиться снова и отчитаться уже о чем-то большом и хорошем, да, о чем-то, что уже случилось, что-то уже выросло и приносит свои плоды. Да, будем надеяться, что будет такой повод. Спасибо. Итак, экология, экономика, международные стандарты. Все это соединилось в одном лесоклиматическом проекте, который прямо сейчас реализуется в нашей стране. Что он даст нашей стране? Восстановление деградированных земель и их преобразование в лесные угодья, сохранение биоразнообразия, создание новых зон туризма, а еще это поглотитель углеродов и большая возможность для заработка на продаже углеродных кредитов. Это наглядный пример взаимодействия экологии и экономики. И все это в рамках программы «Таза Казахстан». Вот об этом мы сегодня и поговорили с нашим гостем в студии Сергеем, руководителем по углеродной стратегии компании «СЭФА». Всего вам доброго. До свидания.